В начале декабря на сайте Белого дома была опубликована новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Это важный документ, который показывает, какими принципами и приоритетами планирует руководствоваться нынешняя американская администрация при работе с Россией, Украиной, Европой, членами НАТО и с остальными странами. И для нас этот документ важен как минимум потому, что Соединенные Штаты самое влиятельное и могущественное государство на планете. От их действий зависят исходы войн, экономические успехи, торговые соглашения. Зависит в конечном счете жизнь каждого человека. Поэтому сегодня поговорим об их новой стратегии национальной безопасности. Только перед тем, как начнем, в описании собраны способы, как обойти российские блокировки, вернуть себе нормальный интернет. В том числе там спонсор рубрики Liberty VPN. Они предлагают доступ на 30 дней бесплатно и без привязки к карте. Стоит понимать, стратегия национальной безопасности США – это не 100% утвержденный план действий, не дорожная карта, обязательно к реализации. Это президентское видение основных рисков, угрожающих американцам, и приоритетных задач по их решению. Свои соображения президент передает Конгрессу, чтобы тот мог решить, стоит ли на все это давать деньги. Но прежде всего, стратегия нацбезопасности – это послание союзникам и противникам. Такой документ в начале своей каденции принимает каждая новая администрация. По нему политики других стран понимают, чего ждать от Белого дома в ближайшие годы, и соответствующим образом корректируют свои планы. Итак, 29-страничный документ составлен в привычном уже трамповском стиле. Предисловие к нему подписано самим Трампом. Там перечисляются все его внешнеполитические победы. 8 завершенных войн за 8 месяцев. Словом, все то, что президент США озвучивает буквально в каждом публичном выступлении. С первых же строчек авторы критикуют все предыдущие американские администрации со времен завершения Холодной войны. Элиты сильно ошиблись в расчетах, утверждает документ. Они взвалили на Америку слишком много внешних обязательств и недооценили, насколько это расходится с интересами обычных американцев. Параллельно они ослабили собственную страну, продавливая глобализм и позволяя союзникам перекладывать проблемы на США и подрывая тем самым экономическую опору американской мощи. И, конечно же, две администрации Дональда Трампа – счастливое исключение, и лишь под трамповским лидерством Америка может встать на правильный курс. Но ставший традиционным за последнее время дипломатический протокол поклонения Трампу обычно включает в себя лишь словесное преувеличение его успехов и вручение бессмысленных призов, типа премии мира от ФИФА, ну или осмысленных, типа слитка золота от швейцарской делегации. Стратегия же идет намного дальше. Претендует на то, чтобы трансформировать трамповское хвастовство и самолюбование в реальные последствия для мира. Прежде всего, речь идет о разделе, посвященном отношениям США с Европой. Авторы стратегии обрушиваются на главных американских союзников с жесткой критикой. Доля Европы в мировом ВВП, пишут они, неуклонно сокращается. Но даже не это главное. Главное, что Старый Свет переживает, как написано в документе, цивилизационное стирание. Наднациональные организации типа Евросоюза подрывают суверенитет европейских государств. Если этот тренд продолжится, то через 20 лет континент будет не узнать. Не очевидно, сказано в стратегии, сможет ли Европа вообще остаться надежным союзником. Все это, дескать, приводит к неуверенности европейцев в себе, из-за чего те рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Хотя с чего бы. Какая тут связь и почему сделан такой вывод, непонятно. Но это еще одно существенное отхождение новой стратегии от всех предыдущих, включая трамповскую же стратегию 2018 года. В том документе Россию вместе с Китаем и Северной Кореей включили в число основных противников США и назвали ревизионистской державой, которая пытается сломать сложившийся статус-кво на бывшей территории СССР. Теперь же все иначе. Война в Украине напрямую ставится в вину европейцам. Дескать, конфликт продолжается, потому что политически нестабильные европейские правительства, отражающие волю меньшинства, имеют нереалистичные ожидания. А большинство граждан стран ЕС при этом хочет мира. Собственно, быстрое окончание боевых действий в Украине объявлено ключевым интересом США. Именно это, по мнению авторов, поможет стабилизировать европейские экономики и не допустить эскалации конфликта. Никакой критики России за эту войну в стратегии просто нет. При этом налаживание отношений с Россией документ фактически называет настолько же важным приоритетом, насколько и поддержание отношений с Европой. Неудивительно, что эти положения американской стратегии национальной безопасности европейцев шокировали. Каждый такой документ, когда он попадает в публичное поле, штука на самом деле жуткая.
Понятно, что перед нами вольное творчество людей, которые еще до избрания Трампа писали проект 2025. Через администрацию Трампа с публикой говорит та часть американских интеллектуалов, которая в принципе воспринимает мир, образованный по результатам Второй мировой, как одну большую ошибку. В послевоенном мире культ суверенитета в значительной степени уступил место универсальным ценностям. Дело в том, что игра в невмешательство, примат суверенитета, всеобщее поклонение национальным интересам, агрессивная защита собственной культуры – все предложения новаторов из манифеста, опубликованного на сайте Белого дома, Европа уже проходила. И с 1945 года Европа готова была идти на что угодно, лишь бы это не повторилось. В центре миропорядка, где все связаны со всеми, где каждый зависит от каждого, где страны физически не могут воевать между собой, где существует универсальный концепт прав человека, и поэтому нельзя дружить с режимами, поедающими своих граждан, в центре этого мироустройства стояли Соединенные Штаты Америки. США от таких условий выиграли как никто другой. Всю вторую половину 20 века переезд в Штаты не был сопряжен с какими-то запредельными трудностями. США последовательно вбирали в себя лучший человеческий капитал со всей планеты. Лидерское положение Соединенных Штатов обеспечило американской экономике все, что она имеет сегодня. Все смотрят американские фильмы, все пользуются американскими сервисами, весь мир завязан на американский фондовый рынок. США – место сосредоточения транснациональных корпораций. Но вокруг президента Трампа сложилось сообщество людей, которые считают этот порядок вещей изначально ущербным. Они с энтузиазмом неофитов доказывают, что первыми высказали идею о гибели западной цивилизации от рук иноземцев, что политика невмешательства, изоляционизм, национализм – это что-то новое и прогрессивное. Как будто теоретики фашизма не придумали это все в первой четверти прошлого века. И такое поведение было бы больше смешным, чем страшным, если бы на свете не было Владимира Путина. Почему? Скажем после небольшой рекламы. Нельзя отрицать, Вторая мировая до сих пор продолжает влиять на нашу с вами жизнь. Ее эхо проходит сквозь поколения. В честь победы в России названы улицы, по всей стране раскиданы около 1000 мемориалов вечного огня в память о погибших солдатах. Да и по всему миру вы то там, то тут увидите памятники Второй мировой. В Лондоне, Берлине, Чехии, на Гавайях и Окинаве, в Ухане, Пхеньяне, Сингапуре, почти повсюду. История Второй мировой – это наша с вами история, и для тех, кто хочет в ней разобраться, мы решили создать собственный такой учебник с максимально консенсусными историческими данными и красивыми иллюстрациями. И это первый том нашей серии. Над ним работала та же команда, что делала сериал по Второй мировой на моем канале. Мы проверяли каждую деталь, посмотрели сотни архивных фотографий, чтобы иллюстрации в книге были максимально точными. Создание первого тома заняло у нас 7 месяцев, и это без учета наработок, сделанных в процессе создания сериала. А мы над ним работали 4 года. Первый том рассказывает о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти, как началось все с аншлюза Австрии, а потом дошло до захвата Польши и Франции, что делали Британия и СССР, как именно началась Великая Отечественная. Книгу мы сделали максимально, интересно и легко читаемо. Она вся с иллюстрациями, на каждой странице иллюстрация, которую мы делали, вложив в это много сил и внимания. Доставляется книга по всему миру, кроме Беларуси. Это не тот случай, когда надо ждать выхода всей серии. Создание второго тома мы будем финансировать из продаж первого. Так что покупайте книгу, у нее отличное качество, тем более скоро праздники, прекрасный будет подарок. Вы также можете поддержать наш проект. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам второй том из самого первого тиража. А за пожертвование в $1000 ваше имя окажется в списке благодарности в конце второго тома, и вы получите его с моим автографом. Важно добавить, покупать книгу в России законно, вы ничего не нарушите, купив ее. Покупка это не конфиденциальная. Могут, например, утечь базы службы доставки, как уже бывало. Секрета тут сделать не выйдет, но мы продаем книгу легально и законно, покупатели ничего не нарушают. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Мы говорили о том, что вокруг президента Трампа сложилось сообщество людей, которые считают современный миропорядок ущербным. Такое поведение было бы больше смешным, чем страшным, если бы на свете не было Владимира Путина.
Мы с вами прекрасно понимаем, в Кремле такие рассуждения читают очень внимательно. Из этого довольно инфантильного текста будет напрямую вычитан вывод. США не собираются заступаться за Европу. Американское руководство считает Европу в лучшем случае паразитом. За каждой запятой в этом документе сквозит раздражение от ценностей, на которых строится Американо-Европейский Союз. Мы понимаем, единственный фактор, способный удержать Путина от нападения на Европу – страх потерпеть поражение. Каждое послание, из которого напрямую следует, что американцы, случись что, на помощь европейцам не придут, для Путина мощный побудительный мотив развязать войну. В обычной ситуации не было бы ничего особо страшного, если бы вокруг администрации Трампа существовали think-танки с фантазиями о своем варианте мировой утопии. Ведь трамповская администрация осталась сидеть ровно 37 месяцев. Далеко утопию эту они не зайдут с ее строительством. Фантазируют от имени администрации какие-то чудаки, которые плохо учили историю. Им кажется, что они открывают людям глаза на несправедливость, рождают новую концепцию мироустройства. Дивный мир, где границы будут закрыты, где каждая нация будет блюсти свои интересы. На деле, в 20-30-х годах прошлого века эту концепцию уже придумали до них. А потом так долюбили национальных интересов, так дозащищались цивилизацию ото всех, кто рожей не вышел, что не справились потом трупы считать. Это не было бы проблемой. Уйдет администрация Трампа, уйдут и фантазеры с мечтой вернуть человечество в кровавые и темные времена. Вот только момент, когда все эти публичные рассуждения идут, очень уж неудачный. Одно дело рассуждать о гибели Европы, когда все плюс-минус стабильно и безопасно. И совсем другое – вести такие разговоры, когда у нас тут Путин с лопатой и явным намерением Европу закопать. А для Путина единственный практический вывод, который следует из этого интеллектуального рукоблудия, заключается в том, что Штаты за Европу заступаться не придут. Остальное – ерундень. Соединенные Штаты прямо признаются, что собираются поддерживать в Европе крайне правые партии, те силы, которые в среднем выступают против сопротивления внешней агрессии. Это для Путина тоже хорошо. В этом и заключается кошмар таких документов. Американцы играют у себя в правый ренессанс, варятся в собственном соку, переживают свои социально-политические противоречия. А на стол к Путину ложится документ, который с его точки зрения однозначно выглядит как предложение разделить мир, вручив ему бесплатно территории от Таллина до Лиссабона. Или хотя бы от Таллина до Лейпцига. Многие считают, что Путина провоцируют удары по условным МПЗ, поставки Украине оружия и техники. Но ничего похожего мы в реальном мире не видим. Мы ни разу не видели, чтобы агрессивные действия против Путина, хоть санкции, хоть помощь Украине, хоть какие-либо атаки, были хоть как-то связаны с его последующей агрессией. Тут надо понимать, документы, подобные американской стратегии нацбезопасности, не задумываются как провокация. Они вообще в большей степени направлены на внутреннюю аудиторию. А потому мало учитывают контекст. Но если контекст все же вспомнить, о чем в Вашингтоне, видимо, как-то не подумали, и это, конечно, провокация и еще какая. Другая важная часть стратегии посвящена миграции. Первый же пункт главы «Приоритеты» постулирует: эпоха массовой миграции завершена. Мы должны защищать нашу страну от вторжения не только от неконтролируемой миграции, но и от трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми. Граница, контролируемая волей американского народа и проводимая в жизнь его правительством, является фундаментальным условием выживания Соединенных Штатов как суверенной республики. Конец цитаты. Даже во времена первого срока Трампа его риторика не выходила за рамки борьбы с нелегальной миграцией. А основным мегапроектом было строительство стены на границе с Мексикой, чтобы помешать нелегалам незаконно пересекать границу. При этом пересекать ее законно никто не запрещал. Теперь же говорится, что любая миграция, то есть перемещение людей с одного места жительства на другое, плохое зло. И ресурсы она перегружает, и к росту преступности ведет, и единство общества ослабляет. А еще сбивает работу рынков труда и ставит под угрозу национальную безопасность. Тут следует новый выпад в сторону европейцев. Некоторые члены НАТО, пишут авторы, скоро будут населены преимущественно неевропейцами. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли эти граждане рассматривать свои обязательства в рамках Альянса так же, как те, кто подписал устав НАТО. По сути, это массивный, если не сказать исторический, сдвиг американской политики. Соединенные Штаты – страна, созданная мигрантами. Именно переселенцы из других частей света столетиями возводили фундамент экономического и политического превосходства США.
Возьми почти любого американца и найдешь следы более или менее недавней миграции. Сам Дональд Трамп, например, не исключение. Его дед и бабушка родились в королевстве Бавария. То есть отец нынешнего президента вырос в семье, где в быту говорили на немецком. Мать Трампа из бедного шотландского рода. Первые годы после переезда в Америку она работала на тяжелой, низкооплачиваемой работе, а гражданство США получила лишь после 12 лет проживания в стране. И это очень типичная американская история. Для такой страны очень необычно видеть содержавшееся в стратегии заявление, что мы, дескать, хотим мир, в котором суверенные страны будут останавливать, а не поощрять дестабилизирующие перемещение потоков населения. Перед нами не первый документ, который создан исключительно с целью показать свою степень раздражения американской администрации самим европейским образом жизни. Не первый документ, который с одной стороны провозглашает суверенитет как высшую ценность, а с другой закрепляет право Соединенных Штатов даже не указывать европейцам, как жить, но напрямую дирижировать европейской политикой. Те же размышления мы слышали от Джей Ди Венса, то же самое в разных формах заявлял и Трамп, и даже Маск в ту пору, когда был вхож в Белый дом. Но теперь все эти мысли сведены в одну концепцию, которая является манифестом об окончании всего старого миропорядка и по форме своей, и по сути. Еще и момент выбран, хуже не придумаешь. Администрация Трампа даже не выписывает себя из европейской политики. Администрация Трампа по существу предлагает Европе договариваться с Путиным об условиях капитуляции. Причем капитуляции совсем не только Украины. Называет это стратегической стабильностью с Россией. Все, что мы знаем о Путине, говорит, договариваться он ни с кем ни о чем не собирается. Он зайдет так далеко, как сможет, пока остается безнаказанным. Из документа следует, что в рамках европейского континента Путину позволено творить все, что угодно, на что хватит его фантазии. И это очень и очень скверная заявка на самое ближайшее будущее. До завтра.